Всем привет, с вами снова Human Peach, и я рада видеть вас на своем канале. И прежде чем начать заполнять свой скетчбук вместе с вами, я хотела бы вам сказать, что подписывайтесь на мой инстаграм, там вы всегда сможете увидеть новые арты и кучу сториз с процессами. Если вам интересно что-то другое, то не забудьте подписаться на мой канал, лайк, подписка, колокольчик, ну все в этом роде. Ну и, конечно, большая благодарность всем подписчикам на Бусти и Патреоне, кто спонсирует это видео. Благодаря вам этот ролик вышел на YouTube. Как я и сказала, сегодня я буду заполнять свой скетчбук. Цель практиковаться в эмоциях, нарисовать лица с разных сторон и, конечно же, немного тела. Я всегда начинаю с наметки основных форм и в голове представляю уже как и где что будет, и пытаюсь перенести это на бумагу. Когда я делаю первые штрихи в пропорциях, я стараюсь сразу делать акцент на то, как будет выглядеть итоговое лицо. То есть можно сразу заложить симпатичные пропорции, и в итоге вы сможете получить с большей вероятностью красивое лицо. Когда я наметила основные формы и меня устраивают пропорции, то я начинаю уточнять рисунок и прорисовывать детали. Интересно, что это видео я снимала давно и в процессе монтажа заметила, что я не использую совсем ластик. В целом, когда часто делаю наброски, я редко что-то стираю. Мне кажется важным понимать, что рисование это не страшно, и ошибки почти всегда можно исправить, особенно если вы рисуете простые скетчи. Понимая это, вы проще начинаете относиться к процессу, а значит и более свободно начинаете рисовать. А как мне кажется, многие наши эмоции и отношения передаются в рисунке. Это отражается на ваших действиях, штрихах. Поэтому, если вы хотите, чтобы от вашего рисунка веяло свободой, легкостью, а штрих выглядел динамично и притягательно, научитесь отпускать страх, не бойтесь делать ошибки, они дают вам опыт, они делают вас лучше с каждым разом. Поэтому, даже если у вас получаются неудачные работы, по вашему мнению, то расценивайте это как опыт. С каждой новой работой делайте выводы и анализ, и работу над ошибками, переосмысляйте свою технику и сам процесс. Само по себе рисование – это особый вид деятельности. Если вы теряетесь или перестаете получать удовольствие от процесса, а ошибки сбивают вас с ног, вспоминайте, почему вы этим начали заниматься, что хорошего вам дает рисование. Вспоминайте, как приятно смотреть на свои рисунки спустя время, и не забывайте о приятных моментах. Удачные рисунки – это всегда приятно, я знаю это чувство, но ошибки, которые случаются в процессе обучения – это то, что делает нас лучше. Опытнее – это то, что способствует нашему развитию и улучшению нашего навыка. Вывод. Ошибки – это не страшно, их делают все, а показывают единицы. Поэтому, если вы сокрушаетесь о том, почему у другого художника нет неудачных рисунков, то задумайтесь на минуту. Возможно, он просто не показывает свои неудачные скетчи или полноценные рисунки, которые у него не вышли, потому что он просто не может себе это позволить или не хочет показывать свои неудачи. Потому что абсолютно у каждого художника, который занимается рисованием очень долгое время, и тем более если имеет какие-то достижения, очень хороший навык, то, скорее всего, за его спиной тысячи неудачных рисунков. Просто они немножко спрятаны и не видны вам. Но могу вас обрадовать, у вас есть я, потому что я показываю все почти рисунки, которые делаю, удачные, неудачные. Иногда вы можете увидеть это в сторис, как я могу разорвать свой неудачный рисунок, потому что я действительно считаю, что иногда важно показывать, что что-то не получается. По крайней мере, я просто не вижу смысла это скрывать, особенно когда я очень старалась, работала очень долго над работой, а она не вышла. И мне даже очень хочется поделиться своей неудачей, чтобы ее с кем-то разделить и показать, что у меня тоже не все хорошо и не все получается с первого раза.
Однако, если бы я хотела сделать образ, что я такая идеальная, у меня все выходит с первого раза, то, конечно бы, я бы никогда не стала делиться своими неудачными эскизами, неудачными работами, незаконченными рисунками и, конечно, тем, как я разрываю свои плохие арты. Порой, начиная рисунок, он может выглядеть некрасиво, но это нормально. Главное просто немного постараться и добавить побольше деталей, тона. Сам по себе процесс последовательный, и с каждым новым штрихом он начинает преображать рисунок. И мне интересно узнать у вас, как вы относитесь к своим ошибкам и неудачам в рисунке. Какие чувства вы испытываете, как боретесь с этими ощущениями, что пытаетесь сделать. Может быть, просто разрываете рисунок, как я, или пытаетесь до конца доработать его. Что? Напишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Что же касается материалов, обычно для скетчинга я беру достаточно плотную бумагу, это не просто офисная, а использую скетчбуки с граммовками от 180 до 200 грамм. А вот что касается карандашей, то всегда это по-разному, но иногда я начинаю процесс сразу с мягкого карандаша, но порой я беру очень твердый карандаш, чтобы набросать еле заметные штрихи и в последующем уже добавлять тона супер мягким карандашом. Но что касается динамичности линий и свободы в рисунке, то я могу вам раскрыть секрет. Хотя я думаю, это секретом не является, но, возможно, кто-то из вас не знает. Для того, чтобы ваши линии выглядели динамично, вы просто должны использовать разный нажим на карандаш. И все. Секрета никакого нет. Обычно, когда я пытаюсь заполнить страницу в скетчбуке или разворот, я не пытаюсь заранее продумать расположение и композицию рисунков, но в процессе я просто подстраиваюсь. Почему? Потому что у меня нету готового набора картинок, которые я буду рисовать. Я просто беру одну, рисую, выбираю другую и пытаюсь ее просто уместно и гармонично разместить на листе бумаги, как мне покажется более красивым, так сказать. Я думаю, вы часто замечали, что в моих разворотах и в моих эскизах присутствует цветной карандаш. И когда я делаю разворот, то мне действительно нравится просто разбавлять и делать акцент чем-то цветным. И чаще всего это просто цветной карандаш, и мне нравится оранжевый или красный. Но на самом деле часто бывает, я использую просто все цвета, которые мне нравятся. Возможно, вы увидите такие рисунки у меня, например, на Патреоне. Там я выкладывала свои последние развороты, и там я как раз использовала много цветных карандашей. Когда я делаю обычные скетчи, я не стараюсь прям измерять четко пропорции. Я стремлюсь рисовать на глаз, то есть просто примерно прикидывать. Но если я вижу, что есть точно какой-то недочет, то есть как-то слишком неестественно выглядит, например, расстояние определенное, то, конечно же, в такой ситуации я буду измерять. Но чаще всего, когда я делаю простые эскизы, я стараюсь относиться к этому просто и делать просто на глаз. Ну а если вы хотите рисовать точно так же, как я, или просто узнать побольше и усовершенствовать свой навык, то вы всегда можете найти в описании к видео мою онлайн-книгу, которая поможет вам научиться рисовать портреты. Все ссылки будут в описании. Хочу сказать вам спасибо за просмотр. Надеюсь, вы досмотрите видео до конца, потому что это очень важно. Ну а если вы не досмотрели это видео до конца, то, пожалуйста, напишите почему. А если вам было интересно посмотреть такой формат роликов, то я буду рада услышать ваши комментарии и комплименты. Всем пока, всем спасибо за просмотр. И, конечно, я хочу еще раз поблагодарить своих бустеров и патреонов, которые помогли мне выпустить этот ролик. Всем пока.